Вот такое сегодня эмоциональное видео. Вот так мне хотелось еще раз вам об этом напомнить, потому что когда мне пишут, я достала орхидею из горшка, помогите теперь, как ее спасти. Это очень сложно. Вот эти наращивания корней, потом обработки эти все, это все сложно. Не трогайте орхидею, не трогайте этот торфяной стакан. Так орхидею будет проще и легче спасти. Не режу я орхидеи. Если вы придерживаетесь моих советов, то не режьте орхидеи. Иногда это так же губительно для орхидеи, как и разбирание и просмотр корней. Как я всегда говорю, ну посмотрели вы, вот достали вы орхидею, посмотрели вы на эти корни. Вроде хорошие, а зачем разбирали? Но когда действительно нет корней, можно дождаться вот такого роста корней, потом посадить в мох или сделать какую-то другую посадку, чтобы корни продолжали расти. И брала уже орхидеи полностью с гнилыми корнями и показывала, как нарастить корни. Тоже ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Там целый плейлист о 5 орхидеях. Даже уже 2, муж подсказывает. Даже 2 плейлиста о таких орхидеях. Когда покупаю специально для того, чтобы показать, что с гнилыми корнями тоже не нужно пересаживать орхидею. Прекрасно растут после этого, прекрасно цветут. Но для этого нужно время. За 3 дня ни одна орхидея корни не выпускает. Но если орхидея болеет, то корни трогать, еще раз обращаю ваше внимание, ни в коем случае нельзя из посадки. Вы просто ее добиваете. Нужно лечить орхидею. Лечить там, в том горшке, в котором она находится. Даже по стволу видно, что все это было черное. И мне пришлось обрабатывать вот ту часть еще, нижнюю. Потом эти листья все отпали. И посмотрите, что после обработки Максимом происходит с орхидеей. В верхней части сплошные молодые корни. Везде. И даже цветонос. Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о болезнях орхидеи. Не об их лечении, а просто о болезнях. Масло масляное, но наболело. Я все время отвечаю на похожие вопросы. Хочу вам напомнить, что в телеграм-канале я на вопросы не отвечаю. У меня просто физически не хватает времени. Только ВКонтакте. И если вы хотите получить мою консультацию непосредственно по вашей орхидее, то, пожалуйста, пишите мне в личку ВКонтакт. И еще одна большая просьба. Всегда дождитесь моего ответа и только потом что-то предпринимайте с орхидеей. Потому что последствия лечить значительно сложнее, чем не допустить неправильных действий с орхидеями. Мы всегда стараемся вылечить наши орхидеи, хоть не всегда это и получается. Но неправильные действия влекут за собой много необратимых последствий. Давайте сразу определимся, что мы можем лечить, что мы не можем лечить. Ну вот даже вирусные заболевания, я уже говорила о том, что появились препараты для лечения вирусных заболеваний. Мы с вами определяемся. Есть грибковые заболевания, есть вирусные заболевания, есть бактериальные заболевания. То есть много всяких разных заболеваний у орхидей, которые мы с вами даже глазами просто определить не можем. Нет у нас домашних лабораторий, нет у нас домашних тестов. Мы делаем, я называю это, по-русски это звучит, методом тыка. То есть, если это черное пятно на листьях орхидеи, то это, скорее всего, грибковое заболевание.
Если это какие-то желтые кольцевые пятна на листьях, то это может быть вирусные заболевания. Также бывает черная гниль, серая гниль, парша. Много, очень много всяких разных заболеваний. Но одни относятся к грибковым, другие к вирусным, третьи к бактериальным. Бактериальные заболевания не лечатся. Они погибают очень быстро, эти орхидеи, потому что это такие мокрые гнили, которые мгновенно съедают орхидею. Также есть вирусные заболевания, но изобрели пару препаратов, которые мы можем попытаться бороться с вирусными заболеваниями, но они не так опасны, как бактериальные, и есть разнообразные грибковые заболевания. Вот, например, фузариоз – это гриб фузариум, но точно так же очень быстро гниет орхидея. Есть какие-то вторичные признаки, по которым мы можем определить, фузариоз это, или же просто черная гниль, или мы еще называем стволовая гниль. Тут мы можем побороться. Но фузариоз, он очень коварен, очень. И бороться с ним крайне сложно. И всего один препарат в мире, что бы ни писали на других препаратах, всего один препарат борется с фузариозом. И мы прекрасно знаем, как он называется. В России это называется фундазол. В других странах это может называться бенлат или бенамил. Другого нет. Но тут важно, какая стадия фузариоза. Если это последняя стадия, когда гниль идет уже по всему стволу, это значит, что внутри уже все давно больное, гнилое, и ничего из этого не получится. Когда остается несколько листьев снизу, а только погибает верхняя часть орхидеи, мы можем получить детку. Когда вы видите на шее орхидеи черное пятно, то это совсем не означает, что это фузариоз. Если желтеет лист от шеи, это может быть признаком фузариоза. Тогда мы снимаем лист, смотрим внимательно, есть ли на стыке ствола и зеленой части орхидеи фузариозное кольцо. Оно может быть очень тоненьким, это совсем начальные стадии фузариоза. Таким тоненьким, даже не полностью опоясывать орхидею, вот какая-то часть. Не путать с пигментацией орхидеи, не путать с пятнами фиолетовыми. Потому что вот такая орхидея темного цвета. Вот видите, как растет новый листик, и он с фиолетовой пигментацией. Кольцо, оно всегда очень тонкое. Вот когда мы видим кольцо, вылечить орхидею еще вполне возможно. А когда мы видим стволовую гниль, это практически неизлечимо. Как работать фундазолом, я рассказывала и показывала. Но меня недавно просто поразило то, что при подозрении на заболевание почему-то большинство любителей орхидей считают, что нужно делать профилактику корням. Вот представьте себе, вы простыли, заболели, а вам говорят, для того, чтобы вылечиться, вам надо пойти и искупаться в снегу. Вот примерно то же самое вы делаете с орхидеей. То есть, когда ее нужно не трогать, дать ей покой, живые корни, которые у нее есть, напоить фундазолом, потому что фундазол, он проходит от корней и выше по клеткам, растениям, по листьям. Вы почему-то решаете, что нужно сделать ревизию. То есть вы устраиваете стресс орхидеи, доставая из привычного для нее горшка, а после этого начинаете лечить. Тут после пересадки, когда пересаживаешь без растущих корней, и так орхидея испытывает огромный стресс. А болезнь для орхидеи – это огромный стресс. С какими-то болезнями она может справиться сама, а с какими-то нет. А вы ей устраиваете дополнительный стресс. То есть орхидея просто в шоке после таких действий. А вот если вы ее не трогали, напоили фундазолом, обработали ствол
или какие нужно там части, тоже фундазолом, но разведенным до консистенции густой сметаны, и не трогали корни, то у орхидеи больший шанс выжить. И даже если она погибнет, вот предположим, у нее ствол весь, вот эта вот верхняя часть отвалилась, то велика вероятность, что орхидея даст детку. А если вы нарушили покой корням, то орхидея с 99% вероятности, она просто погибнет. Я все время объясняю, не трогайте корни орхидеи, они тут ни при чем к болезням, вообще ни при чем. Когда какие-то проблемы с корнями, орхидея не сушит листья в основном. Вот у меня есть такая орхидея, проблема с корнями. Какая была проблема с корнями? Корни были все наверху, а внутри корни все погибли. И корни небольшие, не очень большие. Но в мох я сажаю те орхидеи, которым мне нужно дать больше влаги. Или у них действительно вот эти поверхностные корни только. Здесь было много поверхностных корней. И листья у нее потеряли тургор совсем. Вот я за ней наблюдаю сейчас 2 недели. Первую неделю я даже подходила к ней и говорила, ну как же так, вот я тебя и в мох посадила, и влаги у тебя достаточно, причем пересаживала с цветоносом. А листья так и оставались, как бы они и набрали тургор, но все равно вот эти полоски, которые были уже совсем-совсем потерявшие тургор, такие вот, как гармошка, они все еще не набирали тургор и не расправлялся лист. И вот по прошествии 2 недель листья стоят плотные, без каких-то складочек. Цветонос продолжил расти. Вот это проблемы с корнями. А когда орхидея болеет, у нее свои проблемы, но корни тут абсолютно ни при чем. Абсолютно ни при чем. Если вы видите зеленые корни в горшке, то при чем тут корни и болезнь? Если эти корни фиолетовые, их все равно нужно напоить фундазолом. И ни в коем случае не доставать из горшка. Дался вам этот торфяной стакан. Простите, я сегодня так вот очень эмоционально разговариваю. Дался вам этот торфяной стакан, повторяю еще раз. Но год-два орхидея, пока росла у садовника, она жила с этим торфяным стаканом. И прекрасно себя чувствовала. Я специально посадила 2 орхидеи с торфяными стаканами после покупки. Даже маленькие орхидеи. И показывала вам. Они и растут, и цветут, и корни пускают и сверху, и снизу, и как угодно. И у них есть торфяные стаканы. Одна посажена в керамзит, другая посажена в кору. Никаких проблем у орхидей. Если у орхидеи не заложена эта болезнь, если она ее нигде не подцепила, подцепить можно, конечно, только, наверное, у садовника, хотя наши орхидеи сейчас очень нестабильны. Их так выращивают, что просто иногда жалко на них смотреть. И вот она растет, цветет, начинает выпускать новые корни, начинает выпускать новый лист и вдруг мгновенно погибает. Я об этом часто говорила. И стимуляторы, и все на свете. Задача садовника – вырастить орхидею, дать возможность ей зацвести и продать нам. Остальное его не интересует совершенно. Вот так действуют производители. Что сделаешь? Поэтому болезней всяких разнообразных у орхидей много. Еще одно. Если на орхидее черное пятно на стволе, никогда не лезьте никакими скальпелями, никакими ножами туда. Вы просто продвинете болезнь внутрь. Эту черную гниль продвинете внутрь. Намажьте сверху Максимом. Обработайте неразбавленным Максимом. Он купирует всю эту черноту, да еще и потом дает возможность расти корням. Сейчас вам покажу орхидею. У меня есть пример такой орхидеи. Даже видно, что я ее обрабатывала. Вот орхидея начала сбрасывать листья. Я называю его Кадис пилор. Как только расцветет, он даже цветоносик появился. Я обязательно вам ее еще раз покажу.
вдруг начали снизу листья желтеть, отпадать, и на листьях появилась, ну, вот на вот этих основаниях появилась чернота. Даже по стволу видно, что все это было черное. И мне пришлось обрабатывать вот ту часть еще, нижнюю. Потом эти листья все отпали. И посмотрите, что после обработки Максимом происходит с орхидеей. В верхней части сплошные молодые корни. Везде. И даже цветонос. Не режу я орхидеи. Если вы придерживаетесь моих советов, то не режьте орхидеи. Иногда это так же губительно для орхидеи, как и разбирание и просмотр корней. Как я всегда говорю, ну посмотрели вы, вот достали вы орхидею, посмотрели вы на эти корни. Вроде хорошие, а зачем разбирали? Но когда действительно нет корней, можно дождаться вот такого роста корней, потом посадить в мох или сделать какую-то другую посадку, чтобы корни продолжали расти. И брала уже орхидеи полностью с гнилыми корнями. И показывала, как нарастить корни. Тоже ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Там целый плейлист о 5 орхидеях. Даже уже 2, муж подсказывает. Даже 2 плейлиста о таких орхидеях. Когда покупаю специально для того, чтобы показать, что с гнилыми корнями тоже не нужно пересаживать орхидею. Прекрасно растут после этого, прекрасно цветут. Но для этого нужно время. За 3 дня ни одна орхидея корни не выпускает. Но если орхидея болеет, то корни трогать, еще раз обращаю ваше внимание, ни в коем случае нельзя из посадки. Вы просто ее добиваете. Нужно лечить орхидею. Лечить там, в том горшке, в котором она находится. Вот такое сегодня эмоциональное видео. Вот так мне хотелось еще раз вам об этом напомнить, потому что когда мне пишут, я достала орхидею из горшка, помогите теперь, как ее спасти. Это очень сложно. Вот эти наращивания корней, потом обработки эти все, это все сложно. Не трогайте орхидею, не трогайте этот торфяной стакан. Так орхидею будет проще и легче спасти. Но помните о том, что есть такие заболевания, с которыми мы не можем справиться. Есть такое предвнесено в орхидею, что она просто сама не может справиться. Мы ей ничем не можем помочь. Да, мы сделаем все возможное, но иногда мы бессильны. И такое тоже бывает. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.